Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами частичкой нашей российской истории, показать вам первое русское поселение, которое находится в северной части Калифорнии, в 80 километрах от Сан-Франциско, которое я тоже, кстати, хочу вам показать, но немного позже. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и погнали! Ехать долго и очень холодно, поэтому остановились перекусить в таком потрясающем месте. Покушаем и едем дальше. И смотрите, тут пиво Russian River. Классно. Ну что ж, я добралась. Сейчас я нахожусь на кладбище наших предков. Здесь захоронен 131 русский человек. И, между прочим, за ними ухаживают. То есть видно кое-где цветочки. Даже тут вот ириски цветут. Очень красиво. Раньше служба была 25 лет. И получается, практически полжизни, а то и всю жизнь человек отдавал на службу своему царю, своему государству. Здесь мы вот пришли к главному кресту, к большому. Написано: это историческое православное кладбище, последнее пристанище многих русских, коренных жителей Аляски, индейцев Калифорнии и европейцев, живших в селении Росс в 1812-1841 году. Нравятся такие деревянные заборчики. Упс. Закрыла. Так, мы добрались на Форт Росс. Въезд стоит $10. Вот, и сегодня понедельник, поэтому людей нет. И с погодой повезло, тепло и нет ветра. Самое главное, потому что здесь Тихий океан и обычно очень холодно. Продукты, семечки. Здесь такие вот исторические плакаты с историей, которых можно почитать о Форт Россе. Здесь даже фильм есть
Можно купить русские продукты, наклеечки. Короче, очень интересно все сделали. Смотрите, даже Russian. Класс. В прошлый раз, когда я здесь была, здесь был более большой выбор шапок всяких. Были всякие шапки-ушанки даже. Но я что-то в прошлый раз не купила даже. О, самовар! Да, тут даже вот есть самовар представлен. Смотрите, какая вот Россия огромная-то, а! Я так понимаю, что здесь люди оставляют, откуда они приехали. То есть из России есть люди. Надо мне тоже ставить. Из Австралии даже. Из Украины. Из Джорджии, Грузии, Казахстан, Монголия. Вот из Монголии никого нет, а из Китая есть люди. Вас посещали это место. Смотрите, даже нашла русский шоколад, Аленка, бабаевский. Сатурний, Фортрос. Это фильм, видимо. Часовня. И этот божественный вид из окна. Часовня была построена в 1825 году, но богослужения до сих пор проводятся. Изредка, но не здесь происходят. Даже ружье видно. Пока я здесь хожу и все вам показываю, расскажу немного историю Форт-Росса. Первые русские появились здесь в начале 19 века, в 1912 году. И Росс создавался как сельскохозяйственное поселение, предназначенное для снабжения Аляски продуктами питания. В первые годы компании также уделялось внимание развитию в Россе торговли пушниной. Вот мы видим дома, бочки. Как же красиво. И океан. В конце 1830-х годов здесь было 1700 голов крупного рогатого скота, представляете, 940 лошадей и мулов, 900 овец, и ежегодно производились более 800 килограмм шерсти. Все представляете, которая шла на экспорт. Вот. Ремесленники производили мебель, двери, рамы, черепицу, секвойи. Как вы видите, секвой здесь очень много. Вот даже вот это все секвоя. Как бы вокруг везде секвоя. Здесь также строились суда и продавались испанцам, которые на то время не имели здесь ни единого корабля. Представляете? Фруктовый сад Росса был создан уже в 1814 году и включал в себя 200 яблочных, 29 персиковых, 10 грушевых, 8 вишневых и даже немного айвовых деревьев. И вот мы сейчас идем, наверное... Ой, мне, знаете, очень нравится крыша. Я сейчас покажу. Мох на крыше растет. Дом правителя. Это дом Александра Рочева. Был построен вот в 1838 году. Кстати, это единственное сохранившееся в крепости оригинальное здание. Вот мы сейчас внутрь заходим. И оригинальное здание 19 века.
Очевидцы говорят о том, что здесь была огромная библиотека и даже фортепиано. И это здание является единственной деревянной крепостью Российской империи XIX века, сохранившейся и дошедшей до наших времен. Вот так вот люди жили. Люлька, стульчики, кроватки такие вот маленькие. Там вот тоже вижу. Вот пианино, самовар, столик. Очень уютно. Уже современные постройки. Видимо, люди греются тут вечерами. Мы идем в следующий дом. Также здесь находились торговый дом, казармы и склады, которые до наших дней, к сожалению, не дошли. Вот мастерская. Я уже упоминала о том, что много чего здесь мастерилось. За стенами располагались жилые дома и другие хозяйственные постройки. То есть ветряные мельницы, одну из которых мы уже посмотрели. Смотрите, тут даже иконы. Ветряные мельницы, скотные дворы, пекарня, бани и прочее. На склонах холмов вокруг крепости простирались сельскохозяйственные угодья, печь. Такая вот чудесная история наших людей здесь. И я продолжу. В 1841 году эта территория была продана американскому предпринимателю. Вдумайтесь в эту сумму. За 42 тысячи с копейками, не буду точно утверждать, тысяч с серебром. 42 тысячи серебром. И более того, эта сумма не была выплачена полностью. То есть вот этот предприниматель даже высылал зерно в Аляску, чтобы хоть как-то расплатиться, но, по-моему, около 37 тысяч он так и не смог оплатить. Так что до сих пор это очень такая спорная ситуация, и многие считают, что эти территории до сих пор принадлежат России. Что ж, а я сейчас поеду дальше к океану. И, кстати, забыла упомянуть о том, что здесь жили не только русские, было очень многонациональное население, даже шведы, финны, индейцы. И, кстати, насчет индейцев, многие были крещены и хорошо говорили по-русски. И очень интересный факт, что мы предоставляли им работу. И труд индейцев изначально оплачивался, платили мясом, мукой, одеждой, предоставлялось жилье здесь, но впоследствии уже стали практиковаться
пригоны, так называемые, и из-за чего ухудшились отношения русских с индейцами. И даже был один случай, когда индейцы убили русских, вот, здешних домашних животных, которые содержали русские, и наши в наказание отправили этих индейцев на Аляску. Такой вот интересный факт. Я нашла замечательное место, чтобы вам показать Russian River. Вот мы видим реку, и вот Тихий океан. То есть Russian River втекает, впадает в Тихий океан. Russian River является второй по длине рекой в этой части Калифорнии. И в 1818 году была зафиксирована на карте русско-американской компании, названа Славянкой. И уже после того, как наши продали эту территорию американцу, этот предприниматель назвал ее Russian River, то есть русская река. Вот такая вот история. Ну, очень красиво. Кстати, я в прошлый раз плавала на Russian River, и была очень свойственная погода для здешних мест. Был туман, и я взяла каяк, плыла на каяке по воде, сквозь такое, знаете, прям молоко, вот просто туман, как молоко, и пеликаны, куча пеликанов. Это просто, мне кажется, я никогда такого не ощущала, я просто была в диком восторге от того, что я чувствовала в тот момент. Плывешь по русской реке в Калифорнии, пеликаны, жуткий туман, красота. Сегодня я была на Russian River, а сейчас я нахожусь в Moscow Road. И здесь вот такая вот красивая елка. Ну, в принципе, очень уютные домики. И прям такая атмосфера рождественская. Так классно. Чтобы вы понимали, сегодня 27 декабря, мой день рождения. Здесь красные листья, там елка рождественская. И в принципе холодно, но настолько прекрасно, что вот погода очень классная здесь, конечно.